Сергей гнал реанимобиль по пустой межрегиональной трассе, стараясь успеть на вызов в отдаленный поселок, когда из густого ельника на асфальт внезапно выскочил огромный самец лося. Водитель ударил по тормозам так, что в салоне полетели сумки с медикаментами, а тяжелая машина замерла всего в паре метров от мощных ног зверя, который даже не вздрогнул от резкого визга резины. Лось стоял неподвижно, переградив обе полосы, и просто смотрел в лобовое стекло, полностью игнорируя и включенные мигалки, и надрывный звук сирены, который обычно заставляет лесных жителей немедленно бросаться на утёк. «Серега, ты чего встал? У нас там человек с инсультом ждет. Каждая минута на счету». Марина, фельдшер с 10-летним стажем, недовольно поправила сбившиеся очки и выглянула в окно. А ты сама посмотри на этого камикадзе. Он весит под полтонны и никуда уходить не собирается. Я его уже и фарами слепил, и крякалкой пугал, а он стоит на месте и только ушами водит. Сергей нервно постучал пальцами по рулю, не решаясь выйти из кабины к дикому животному. Прошло около 10 минут, но ситуация не менялась. Лось медленно повернул голову в сторону глубокого кювета, сделал несколько шагов к обочине, но тут же вернулся на центр дороги, преграждая путь скорой. Было видно, что зверь ведет себя крайне странно. Он постоянно оглядывался на густые заросли малинника за кюветом и как будто ждал какой-то реакции от людей в машине. Сергей, который вырос в этих краях и хорошо знал повадки местного зверя, почувствовал, что здесь что-то не так, потому что здоровое животное никогда не станет искать контакта с шумной техникой без веской причины. «Ладно, сиди здесь и дверь заблокируй. Я попробую его аккуратно отогнать или хотя бы посмотреть, что его там так держит». Сергей вышел из теплой кабины, сразу почувствовав резкий запах прелой листвы и холодный осенний ветер. Зверь не проявил никакой агрессии. Он просто отошел к самому краю асфальта и замер, вытянув морду в сторону оврага, скрытого за плотной стеной кустарника. Сергей подошел к краю дороги, заглянул вниз и в первую секунду не увидел ничего необычного, но потом его взгляд зацепился за тусклый отблеск металла и разбитого стекла в глубине низины. Там, на самом дне крутого склона, лежала перевернутая серебристая иномарка, которую с трассы было абсолютно невозможно заметить из-за густой растительности и того факта, что машина улетела далеко от дорожного полотна. «Марина, хватай чемодан и вызывай МЧС. Тут тяжелая авария. Машина в кювете. Кажется, внутри люди», — крикнул Сергей, уже спускаясь по скользкому склону к искорёженному металлу. Внутри салона, зажатая сработавшими подушками безопасности, находилась молодая женщина с ребенком. Оба были в шоковом состоянии и с серьезными травмами. И если бы не этот лось, который буквально заставил медиков остановиться в этом безлюдном месте, их бы нашли слишком поздно. Лось еще несколько минут стоял на обочине, наблюдая за суетой врачей. А потом, когда вдали послышался вой сирен подоспевших спасателей, он бесшумно развернулся и скрылся в лесной чаще. На вызов к пациенту с инсультом отправили другую бригаду, а Сергей и Марина остались на месте, понимая, что сегодня их работа началась гораздо раньше, чем планировалось, благодаря самому необычному диспетчеру в их практике. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.